Здравствуйте, друзья! Как ваши дела? Сәлеметсіз бе қымбатты достар? Қалыңыз қалай? Конничуа, генки диска. Hello, my friends. How are you? Все мы знаем, что очень скоро, 28 ноября, начинается фестиваль джаза в Японии. Он будет проходить онлайн, и эта трансляция будет в одном из самых престижных джазовых клубов в Японии – Blue Note Tokyo, который станет основным местом проведения мероприятия. В фестивале джаза примет участие казахстанский молодой, но уже очень известный исполнитель современной песни Димаш Кудайберген с абсолютно новой песней в его репертуаре, теперь уже и на японском языке. Нас ждет премьера, дорогие друзья! Участие Димаша в прошлогоднем токийском фестивале джаза стало сенсацией во всем мире, и в первую очередь в Японии. В разы возросла его популярность, многие японцы были впечатлены вокальными навыками Димаша, а также высоким уровнем казахстанской культуры. Японские поклонники творчества Димаша даже высказали такое мнение, что выступление 24 мая 2020 года – это судьба, что артист выступал на японском фестивале в свой день рождения. Специалисты, представители крупных мировых телекомпаний, также присоединяются к мнению любителей, фанатов музыки Димаша во всем мире. Они говорят, что были потрясены, когда впервые услышали голос непревзойденного Димаша в сердце Турции, в Стамбуле, в 2015 году, и как удивительно, что его экспрессия и техника продолжают расти и развиваться спустя 6 лет. Все мы, конечно, ожидаем выступления большого артиста, талантливого певца Димаша Кудайбергена в этом 2021 году на фестивале в Японии. Наш интерес подтачивает вопрос, а что именно исполнит Димаш? Неужели на языке этого уже давно признанного мирового фестиваля джаза в Японии? Мы все знаем и очень любим в репертуаре у Димаша одну песню, написанную японским композитором Коджи Тамаки «Autumn Strong», о которой многие поклонники Димаша Кудайбергена пишут следующее. Теперь одна из самых моих любимых песен Димаша. Автору этой песни огромная благодарность за такую песню, а Димашу за то, что смог передать настроение этой песни. Хочу отметить сенсационную встречу Димаша с композитором и автором этой песни, что дало нам неизгладимое впечатление, растрогало нас до глубины души, как могут взаимодействовать два великих, талантливых человека в совместном творчестве. О Коджи Тамаки пишут: он не поет, а плачет. В его песне звучит душевная боль и страдания от разлуки. Надо быть певцом от Бога, чтобы голосом передать чувства, кипящие в душе. А вот что пишут о Димаше. И какое божественное исполнение, чувственное, проникновенное, не оставляющее никого равнодушным. Вот что еще пишут о двух прекрасных исполнителях, музыкантах, композиторах Коджи Тамаки и Димаша. Один – человек солидного возраста, мэтр с огромным жизненным опытом. Другой – совсем молодой человек, но уже широко известный, благодаря феноменальному голосу и искрометному таланту. Поэтому, наверное, мы ждем с восторгом и даже немного с волнением каждый раз джазового фестиваля в Японии, потому что знаем, что на этом фестивале Димаш демонстрирует всю свою любовь к музыке, джазу, Японии и, конечно же, своим фанатам во всем мире, которых насчитывается уже не миллионы, а миллиарды. Ведь Димаш всегда очень тепло отзывается о Японии, в джазовом фестивале, который он с большим удовольствием присутствует ежегодно. И, конечно же, имя Димаша будет вписано в историю фестиваля как приглашенного гостя несколько раз и тепло встречаемого японской публикой. Если говорить об истории джазовых фестивалей в Японию, нужно отметить, что они проводятся ежегодно и повсеместно в стране восходящего солнца. Нам известны с помощью интернета только лишь о 3 джазовых фестивалях. Первый под таким названием
живут под небом, второй в Ньюпорте в Мадаро и третий на горе Фудзи. А сколько их может быть и в маленьких городах Японии? Ну и понятно, потому что именно Япония, по некоторым оценкам специалистов, имеет самую большую долю поклонников джаза в мире. Что интересно, что ранее джазовая музыка стала популярна в Японии благодаря заграничным поездкам как американцев, так и филиппинских джазовых групп. У последних познакомились с музыкой в своей родной стране благодаря присутствию американских оккупационных сил. Хатану джаз-бенд иногда называют первым японским джазовым оркестром, который впитал немного музыки во время морских прогулок именно в Сан-Франциско, хотя в основном это был танцевальный коллектив. Вообще город Сан-Франциско употребляется учеными-музыковедами часто. Они до сих пор не могут прийти к единому мнению, где же появился термин «джаз» впервые. Например, в журнале Storyville актер Уильям Демарест сказал, что, услышав слово «джаз» в 1908 году именно в Сан-Франциско, когда был молодым музыкантом и когда группе было предложено играть более энергично. Другие утверждают, что для продвижения группы Артсет в кафе Арзония в 1914 году впервые слово «джаз» использовалось в Чикаго. Так что вопрос еще остается открытым, кто первым применил этот термин в музыке. Это был Сан-Франциско или Чикаго? Кроме того, именно в Сан-Франциско этот термин стали применять и в отношении спорта. Так, в одном из бюллетеней по бейсболу в Сан-Франциско под названием «Сенсация» в статье, датированной 1913 годом, термин «джаз» использовался как маркер кипящего духа. Вот что пишут об этом историки-музыковеды. Это замечательное и хорошо звучащее слово, однако означает что-то вроде жизни, бодрости, энергии, бодрости духа, радости, магнетизма, воодушевления, мужества, отваги, счастья. И это все джаз. He's hitting 10 straight. And it's a right back at Jose. А еще известно, что потом уже, когда слово «джаз» получило широкое распространение, оно было употреблено в Новом Орлеане. Сан-Франциско наравне с Токио все так же держит пальму первенства по количеству проведения мировых джазовых фестивалей, конкурсов. В центре города, в районе Хейс-Вэлли, расположен концертный зал под названием «Центр SV Jazz», который открылся 8 лет тому назад. Этот центр считается мировой меккой джазовых концертов. Это не просто центр, это некоммерческая организация, которая существует за счет финансирования организаций образования, в которых есть джазовые отделения в самом городе Сан-Франциско и в районе Бэй-Эрии, то есть залива Сан-Франциско. Деятельность этого центра настолько разрослась, что в 1983 году этот центр под названием SV Jazz продюсировал мировой джазовый фестиваль в Сан-Франциско с многотысячными посетителями, не только жителей, но и туристов этого города. А с 2004 года коллектив SV Jazz ежегодно проводит более 400 джазовых представлений в районе залива и в Сан-Франциско. Конечно же, современные безудержные ритмы джаза Сан-Франциско и всей Калифорнии связаны с не менее безудержными ритмами джаза Токио. Тем более, что современный японский джаз решил пересмотреть классику мирового японского джаза и по-новому раскрывает источники джаза. Так, например, Ронин Оркестра взял все лучшее из японского джаза 60-х-70-х и окропил их очень выверенно электронными вставками.
Сейчас они обретают популярность не только у себя на родине, но и в Лос-Анджелесе. Поэтому и понятен порыв известного музыканта из Лос-Анджелеса Харби Хэнкока, который с самых истоков зарождения японского ежегодного всемирного фестиваля курировал его и оказал огромное влияние не только на джаз, но и на многие другие жанры музыки в Японии. Не пропустите, пожалуйста, его выступление во время прямой трансляции 28 ноября Tokyo Jazz Festival. Он покажет свое эксклюзивное выступление из Лос-Анджелеса. Друзья, мне бы хотелось попрощаться с вами на 4 языках мира и напомнить вам, чтобы вы подписывались на наш канал. Сауболонус, сайонара, бай-бай, до свидания, до новых встреч, друзья. This